Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Доброго ранку, шановне панство. Сегодня мы поговорим с вами о геоконтуре. С бурением скважин под геоконтур мне очень помогла фирма Green Energy, ссылка будет в описании. Фирма занимается тепловыми насосами прямого испарения. Полный цикл, начиная от бурения, заканчивая установкой и монтажом самих тепловых насосов. Поэтому, если вы хотите безгеморройно установить тепловой насос прямого испарения, обращайтесь к ним. Почему мы с Романом долго обрабатывали фирму на предмет того, чтобы она помогла нам пробурить скважины? Это одна из немногих фирм, которая бурит под углом к горизонту. То есть это позволяет из одной точки, ну условно одной точки, пробурить множество скважин под, ну, грубо говоря, веером, вплоть до 360 градусов. Получается, что при этом меньше территории занимается под эти буровые работы. Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки концентрация труб, выходящих из земли, она находится в одном месте. То есть не нужно там перекапывать множество земли для того, чтобы соединить все эти скважины в единую сеть. То есть это, наверное, преимущество. И естественно, чтобы и вдобавок мы решили испытать, как будет работать коаксиальный зонд. В основном в тепловых насосах вода-вода устанавливаются так называемые У-зонды. Ну, под У-зонд, соответственно, нужен большой диаметр скважины. И большой диаметр, насколько я понял, бурить под углом к горизонту значительно сложнее, чем бурить малый диаметр. Поэтому и практически очень мало фирм, которые занимаются наклонным бурением. Ну, это мои выводы, которые могут быть ошибочными. В процессе показа самого бурения, установки геозондов, монтажа геозондов, я буду комментировать те или иные этапы, ошибки, которые там были совершены в процессе. Либо как бы я сделал сейчас, ну, чтобы упростить то или иное действие. Я говорю, брали, делали изначально. Делай помогу. Ну вот начинает скакать и все. Чего ж никто не хочет наклонные бурить? Да, в кино попадет. Вы еще этот самый деньги за это. А я кофе буду рассчитываться. Всегда думал, что тут глина, а тут, оказывается, есть и песок. Попали на какую-то песчаную жилу, где-то на глубине метров 12. Может, песчаник. Слой, наверное, да? Вот такая вот супер установка для заглушки полиэтиленовых труб. То есть она состоит вот переходник, ну, сквозной, ну, с термофиксацией, наверное, правильно назвать.
заглушка. То есть оно вставляется одно во второе. Вот здесь. Вот. Есть инструкция по применению. Обезжиривается. Есть салфетка в комплекте. Это блок питания 40 вольт. В моем случае это 50 ампер, но достаточно где-то 15-20. Я вот специально взял токовые клещи. Я их поставлю. Надеюсь, будет видно. Если что, буду комментировать. Берем таймер. И засечем 90 секунд. Ну, я еще на 10 секунд больше добавляю. Ток пошел, 12 ампер, первый стартовый момент. Сейчас упал до 9. Амперметр еще хорош тем, что видно, что ничего не отвалилось, что идет процесс. Есть нагрев. Ток упал ниже 7 ампер. Шесть с половиной. Есть 90 секунд. Выключаю. Каких-то 2 минуты, и полиэтиленовая труба заглушена. Труба выложена вдоль участка сверху вниз, вернее снизу вверх. То есть там низ, и вот она пошла вверх, 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 вверх. Участок весь более-менее равномерно наклонен. В кадр попала дробилка, которую я показывал в одном из предыдущих видео. И вот я сейчас буду заполнять эту трубу. Если наклона не будет равномерно, вы ее заполнить не сможете. Поэтому нужно как-то будет приспосабливаться. Трубу укладываю змейкой
чтобы можно было ее уложить так, чтобы сразу подать на этот самый, в скважину. Вот примерно так. И потом она пойдет туда, в скважину, и потихоньку будет отсюда выбираться. Мы вплотную подошли к вопросу, к которому я отнесся с недостаточным вниманием при проектировании, а именно тампонированию скважины. Мы, или я, как самый хитрый, то есть как считал, что маленький диаметр скважины проще пробурить, быстрее и так далее. Ну и труба должна подходить, ну, чем ближе она к стенкам скважины, тем лучше. То есть, грубо говоря, в идеале труба должна быть, труба геозонда должна быть чуть тоньше, чем сама скважина. Но про тампонирование при этом я не задумался. Ну, чуваки, которые занимаются этим постоянно, они об этом знают и, наверное, это учитывают. Возможно, поэтому не бурят тонким жалом. Вернее, вот компания, которая бурила мне скважины, они занимаются только насосами прямого испарения. Ну, по крайней мере, до этого занималась. И у них проблем с тампонированием как таковым нету. Ну, по их классической технологии. Что это значит? То есть вот скважина диаметром 90 миллиметров или 80, не суть важно. И зонд, который опускается, медный зонд, максимум он 15 миллиметров.
может, ну, 20 это вообще там. То есть, и он выглядит на фоне этой скважины вот так. Там 15. Естественно, есть возможность вот сюда опустить заливную трубу и через нее затампонировать скважину. То есть до самого конца опускается труба и потихоньку вытаскивается, и через нее льется этот раствор. И скважина фактически вся полностью от низа до верха тампонируется. Я у них не спрашивал, так это или нет, но по-другому я не вижу способа тампонирования. То есть я могу ошибаться. Особенно если скважина наклонная, то есть этой же проблемы не возникает и когда скважина 120 мм и у зонд, там где трубки тоже там относительно тонкие. Точно так же рядом опускается труба, через которую задувается тампонирующий раствор. А когда труба еще вдобавок и наклонная, то есть вот сама скважина, и вот здесь лежит труба геотермального зонда. Стенки по-любому впитывают влагу. То есть если мы сюда будем лить воду, влага будет уходить в грунт. Вот сюда льем, и она через стенки уходит. То есть если мы льем достаточно густой раствор, то есть и скважина там не 20 метров, а там 50 метров, то до конца она не сможет дойти, потому что она вот здесь, то есть образуется комок, то есть за счет того, что раствор, который мы льем, он высыхает, он впитывается влага с него в стенки. И поэтому где-то здесь образовался кусок, и здесь пустое пространство, воздух. Понятно, что сам зонд лежит все-таки на грунте вот нижней стороной, но площадь контакта значительно меньше. Ну, я в своем случае, когда мы засовывали этот зонд, собственно, засовывали мы в жижу, причем достаточно густую. Я посчитал, что этого будет достаточно, потому что в этой жиже там воды по объему было где-то процентов 50, а то и меньше. То есть, по идее, пустоты будут, но их будет не сильно много, потому что, грубо говоря, скважина, там будет, вот эта труба будет вся в грунте, то есть в глине. И какой-никакой тепловой контакт со стенками скважины будет. Вдобавок я пролил водой обычной саму скважину. То есть с тем, чтобы она вымывала, во-первых, подмешивал туда глину. То есть, чтобы был жиденький раствор глины, чтобы он мог хотя бы там как-то дойти туда до самого низа, или, по крайней мере, как можно ниже. Если вы знаете, как правильно было бы поступить с тампонированием в моем случае, или как поступают при существующих технологиях, там неважно, U-зонд, коаксиальный зонд, вот если у вас есть такая информация, делитесь ею, пожалуйста, в комментариях. Я толковые комментарии практически все читаю, пока что могу это себе позволить, не так уж их много. И в финальном видео, я думаю, что я сделаю обзор для толковых комментариев по поводу тампонажа. И не только тампонажа, то есть как вы считаете правильно бурить скважины, делать, тампонировать, оформлять эти зонды. В общем, делитесь информацией, это будет полезно не только мне, мне-то уже скорее всего это не будет полезно, потому что поезд уже ушел. А для тех, кто только об этом задумывается, она будет весьма и весьма полезной. К вопросу тампонирования мы вернемся в следующем видео, в одном из следующих видео. А сейчас смотрите, как я сделал сам геозонд.
и как сделал разводку трубы. Переход с 50 на 25. Для того, чтобы пропустить трубу, нам нужно убрать буртик. Вон он видно. Я надеюсь, будет видно, что есть буртик. То есть мы его убираем аккуратненько. Таким образом. Вот 25-я труба. То есть вот пропускаем ее. Здесь можно пальцем поймать. Все. Здесь там с уплотнителями штатно затянется. То есть вход. И здесь, то есть по трубе туда дальше, назад возвращается, сюда заходит, сюда выходит. Вот так. Вот такой получился коллектор. Это одна часть. Это подача. А вот это будет приемная часть. Покажу, как будет выглядеть в сборе. Как был сделан геоконтур, вы увидели. Если какие-то моменты остались неосвещенными, можно спрашивать в комментариях. Я постараюсь ответить. На дурные вопросы я, конечно, вообще не реагирую. И что хотелось бы, как я и обещал, немножко демагогии в конце видео. Хочу ответить на некоторые вопросы, которые возникают там у многих людей. В частности, выгодно ли вот это все делать? То есть давайте
скажем так, выгоден ли геотермальный тепловой насос. Если считать в краткосрочной перспективе, наверное, нет. Потому что достаточно большие капиталовложения, вырыть скважину, заложить зонд, куча работ земляных, куча головной боли, много денег и окупаемость, если вот сейчас посчитать, она выходит там порядка 5 лет или больше. И смотря как считать, если посчитать иначе, то может получиться, что он не выгоден вообще. Но в моем случае, вернее для меня, вот этот фактор, он не важен. Важен фактор именно тот, что в дальнейшем я буду платить за отопление меньше. То есть сейчас, допустим, деньги есть. Я их могу потратить там на какую-то новую машину, поездка куда-нибудь в Египет или еще куда-нибудь, да черт, к чертям на куличке. Либо могу вложить в геотермальный тепловой насос. Но если я их прокатаю, то есть мне все равно вот эти платежи, которые будут в дальнейшем приходить, они вот такими же и останутся. Но только еще, скорее всего, вырастут, потому что тенденция мировая такая, что все энергоносители дорожают. Вот как ни крути, ну кризис, да, сбил немножко цену. Ну, я смотрю, что до кризиса там нефть была, сколько там, $120 за баррель. А сейчас уже опять к 70 вернулась. То есть упала там до 20, и теперь поднялась опять до 70. И она будет дальше дорожать. От этого никуда не денешься. По поводу движения к возобновляемым источникам, ну это естественный процесс. Тут не в том, что там мы меньше, больше загрязняем атмосферу. То есть в принципе на ископаемых источниках можно добиться почти нулевых выбросов в атмосферу. Я не вижу тут больших проблем. Тут самая большая проблема это то, что эти ископаемые становятся все сложнее и сложнее добывать. Их много. Мы, наверное, не добыли и 10-й части от всех полезных ископаемых. Но мы взяли то, что лежит с краю. А теперь, чем дальше мы пытаемся брать, тем оно становится дороже. И в какой-то момент должен произойти вот этот перелом, переход на следующий энергетический уклад, или как правильно его назвать. И станет более выгодно пользоваться зеленой энергией. То есть не потому, что там она зеленая. То есть, ну, наверное, все-таки здесь больше играют роль деньги. И желание людей жить в той местности, вот, где мы живем. Все-таки, если мы здесь живем и мы здесь пользуемся электрической энергией, то есть мы практически не дышим выхлопными газами. То есть, ну, чем больше будет вот здесь просто электрической энергии, то есть ни газа, ни там этих мазута, ни дров, а именно электрической энергии, здесь будет чище. Да, там ТЭЦ будет, скорее всего, грязнее. Но все-таки одно дело установить фильтры на ТЭЦ, и все-таки они где-то вынесены туда, в дальние регионы, где, ну, понятно, что когда она срана не здесь, а где-то там, оно не видно. Но это такой фактор. На самом деле действительно можно поставить системы очистки и будет выбрасываться только СО2, а все остальные там эти мелкие частицы можно улавливать. Все-таки в промышленном масштабе это проще сделать, чем сделать в обычном хозяйстве. То есть это первый фактор. То есть мы сейчас вкладываем деньги с тем, что мы в дальнейшем будем платить меньше. То есть сейчас деньги есть, а позже там пойду я на пенсию или там еще что-нибудь произойдет, кризис ударит. То есть денег станет меньше, и что? И придется там последнее выкладывать, чтобы не мерзнуть.
То есть лучше иметь автономию. Это одна позиция. Вторая позиция – это то, что я все-таки придерживаюсь взглядов анархокапиталистических. То есть есть такое течение в либертарианстве, анархокапитализм. То есть не надо путать с анархией и анархизмом. Это совершенно разное. И уходя в возобновляемые источники, мы фактически убираем монополии естественные. Те, которые привязаны к ископаемым источникам газу, нефти. То есть генерация электричества, она распределена, то есть мы поставили солнечную панель, мы ее генерируем. Да, кто-то производит солнечные панели. То есть, но производителей много, и их не может быть мало. Это не естественная монополия. Тут только может быть сговор крупных игроков. Но в мировом масштабе это очень сложно организовать. Можно там огородить территорию Украины и запретить возить все панели, кроме там ахметовских, ну, условно ахметовских. Это можно сделать. Но рано или поздно этот занавес грохнется, потому что мир сейчас такой. Поэтому конкуренция на рынке панелей солнечных остается, там, на рынке ветряков тоже остается. То есть это все аккумуляторов тоже остается. То есть есть куча производителей. Здесь не может быть монополии. И, грубо говоря, распределенная генерация. То есть здесь места монополии, нету ее. Это хорошо. Потому что как только есть монополии, народ становится ненужным. И проще качать, то есть составить какое-то количество людей, которые не оставить, а, грубо говоря, нужны люди только для того, чтобы добывать эти энергоресурсы и ими торговать. А все остальные нахрен не нужны. Хоть вымрите. Ну, это вообще такой скользкий лед. Желательно по поводу моего второго аргумента даже не комментировать. Иначе срач такой будет, что капздец. Ну и в качестве как бы последних эпизодов, кадры, которые, собственно, не вошли в основной ролик. Ну, прикольно там, когда собачки бегают, котики, на их реакцию затем или на то или другое. Ну, интересные, просто такие расслабляющие эпизоды. Ну все, пока. До следующего эпизода. Следующий эпизод, скорее всего, будет про тепловой насос, про сам тепловой насос, как он сделан и так далее. Или про заправку геотермального контура. Не знаю, будет видно. Все, давай, пока. Это. Сколько раз только солнышко повернется и там, блин, оно как-то так и Оно, когда сидишь, это самое, ты ж только руками двигаешь и замерзаешь. И замерзаешь. Что за хуя? Нет, все нормально. Что-то снимать не
Кицик, кицик, кицик. Кицик. Кицик, кицик, кицик. Да от, рижий гад не дає косточку самбані. Да, не дає. Не дає. Що? Що ви? А? І сам не гам, і другому не дам, да? Как зла царь Кощей над златом чахнет. Вон пузатий кіт нажрався обрезков. Да, котяра, їсти не будеш?